Good morning, Дипали. Happy Republic Day. Поздравляю. Hi. Это Дипали, подружка. Happy Republic Day. Всем привет, друзья! С вами Наташа, и вы зашли на канал «Замуж в Индию». И сегодня у нас по всей Индии большой праздник, День Республики. Вот я зашла к нашим соседям, поздравила, вот обратила внимание, вы видите, они покрасили здесь все, так как они через неделю будут отмечать Ганеша фестиваль. Посмотрите, какой парам красивый, нарядный. А сейчас Артура покажу. Артур, ты где? Артур идет выступать сегодня. Ну и мы, собственно, смотреть на его выступление в честь праздника. Покажись, Артур, поздоровайся с нашими зрителями. Привет, зрители. Ты что, волнуешься? Логично. Немножко волнуется. Что очень-очень много будет людей, очень много зрителей выступать. Они будут в Маратхи Скул, в нашей государственной школе, которая находится на главной улице. Как бы две школы объединяются. Сейчас мы проходим мимо нашей стоянки рикш, и я вот решила вас познакомить с вот этой вот милой женщиной, потому что она единственная у нас в Матаране женщина, которая управляет этим транспортом. Так, мужчины в основном. Hi. Hi, आपका नाम? my name is Anita. Anita. My name is Natasha. So, do you like this job? Тебе нравится эта работа? आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है 4 months before she learned. आप पहले नहीं कुछ चलाया था ना? पहले कोई गाड़ी चलाया नहीं था? कुछ भी नहीं वो nothing. She Ты 4 просто months before learned. никогда, говорит, она раньше не управляла никакими видами транспорта. And bicycle, even bicycle not 52 years old she. No, bicycle also she. 52 года этой женщине, говорит, даже на велосипеде не умела ездить. Это Артур спросил. Но велосипед, я считаю, и автомобиль — это разные вещи. Можно не уметь на велосипеде ездить, но уметь управлять автомобилем. Но она вот, видите, буквально 4 месяца назад выучила. Good job. Good job. Really. अभी आप ये मेरा that husband rickshaw you मेरा work. हाथ रिक्शा खींचता Окей, thank you, спасибо. Оказывается, они были владельцами хенд-рикши. Вот я сейчас вам покажу. Вот такие вот ручные рикши. Раньше у нас по Матарану только ездили, не было электрорикш. Но потом издали такой вот указ и дали возможность людям поменять. Ну, естественно, доплатив. У них были деньги, они доплатили, приобрели вот эту вот электрорикшу. Ну, и муж управлял, собственно, вот этой вот хенд-рикшей. Но, как оказалось, муж не сумел сесть за руль. So why he not sit? Почему? What do you think? Почему? Afraid he don't know how to ride. Maybe some, Он говорит, говорит, может быть, он постарше этой женщины. Одно дело вот так вот, да, везешь, контролируешь, а другое дело сесть за руль. Ну, какой-то у него страх. Допустим, как у меня тоже страх. Я боюсь, мне кажется, что я кого-то задавлю, если сяду за руль автомобиля. Ну, возможно, и у него так. А у нее нет такого страха. Ну и, собственно, она выручила и продолжила семейный бизнес. Муж сейчас сидит дома, занимается хозяйством. У них есть еще дети. Сан, да? She has son. Yes. He tattoo boy. Тату-мастер. Сын делает татуировки. Ну, хорошо. Ну, такая вот интересная семья у нас в Матаране. Казалось бы, да, здесь в основном все женщины домохозяйки. Такие здесь более такие вот люди, которые чтят традиции. Но нет, есть, как всегда, как и везде, есть исключения. Так, друзья, здесь продается стратегический на сегодняшний день товар, флаги, значки. Вот ребята какие нарядные, футболка, индийский флаг, написано Индия. Девочка тоже в таком вот праздничном наряде, мальчик. Окей, let's go, а то мы опоздаем. Артур тоже что-то или Парам что-то решил купить Артуру или себе. Сейчас мы увидим. О, hi, Ганеш! Give me your hand. Привет! Вы помните его? Я его 100 раз уже видела после того видео. Он всегда такой довольный, всегда так со мной здоровается. Говорит, я подписался на твой канал, я смотрела это видео. Hi, how are you? Happy Republic Day. Happy Public Day. Will you go school? No? Не пойдешь на парад? Ну, хорошо.
Итак, мои дорогие зрители, День Республики в Индии отмечают с 1950 года после принятия собственной конституции, после освобождения от британского правления. Сегодня этот день выпал на воскресенье. Да? Вот. Воскресенье, выходной день. И дети, ну слава богу, вчера вечером, часов в 10, пришло сообщение на WhatsApp, что это касается только детей после 5 класса. Так вот, все дети после 5 класса, Артур, сегодня пришли в школу в 7:30. То есть так Артур ходит на 8 часов в школу, я просыпаюсь в 6 часов. А так бы мне пришлось проснуться в 5:30, чтобы его отправить на торжественное поднятие флага. Ну и попробуй не приди. Вот, но слава богу, Артура освободили от этой участи, от этого мероприятия. И вот сейчас мы идем на 10 часов в школу, Marathi School. Marathi School, да. И Артур будет выступать. Вчера тоже, кстати, в субботу у него была репетиция. Ну, в общем, для меня это большое удовольствие утром поспать. Суббота и воскресенье я всегда их жду, потому что на самом деле в 6 утра вставать не так уж прикольно. Но и на этой неделе я была лишена этого удовольствия, что вчера, что сегодня, ну, по крайней мере, не в 5:30 уже просыпалась. И то спасибо. My name is Benjamin. I'm from Benjamin. Panjim. My name is Benjamin. I'm from Benjamin. Вот мы сейчас находимся у входа в нашу государственную школу, школу Марати. Здесь, видите, к этому празднику подготовились, покрасили ступеньки. Вот наш тренажерный зал, это стадион, ну и там, собственно, школа. Вот Артуркины одноклассницы. Ай. Это девочки из другого класса. This all Indian flag. Majabi. Маджаби, помните? Ее мама работает до сих пор в отеле Мадумалти, помогает на кухне. Она так на меня смотрит, я так поняла, что она хочет, чтобы я ее сняла на видео. What's your name? Ria. Очень приятно. Nice to meet you. Красивые, все накрашенные, яркие, губы, тени. Okay. Mother of India. You? Mother of India. What say? Bharat Mata. Значит, друзья, пару слов хочу сказать по поводу Артуркиного выступления, по поводу его наряда. Мы его нарядили сегодня как гуанского парня. Ну, собственно, учителя сказали, чтобы он оделся именно вот так, как мы его нарядили, еще и с гитарой в руках. Они считают, что так гуанские парни выглядят. Ну и, собственно, по поводу выступления. Дети будут представлять различные штаты. Ну, вот это, как, знаете, как какое-то пророчество. Я приятно была удивлена, что Артуру дали роль именно гуанского парня, хотя никто не знает, что мы в скором будущем переезжаем в Гоа. Слова песни, под которой он будет выступать, значит, меня зовут Бенджамин, I'm from Панджим. Панджим это город в Гоа, столица Гоа. Я разговариваю конкани, но я такой же, как и все. Ну и, собственно, другие дети будут называть город другого какого-то штата в Индии. Их 28, если я не ошибаюсь. Все, я молчу. Сейчас гимн. Все, я такую чуть ошибку не допустила. Ни в коем случае во время гимна здесь нельзя даже двигаться. Все замирает вокруг. И занятия в школе всегда начинаются с гимна. Я думала, меня сейчас паром по башке ударят, когда я продолжала снимать видео после того, как начался гимн. Но он разрешил мне. Так. Вот этот мальчик Абид тоже участвует в этом выступлении. Он из мусульманского города. Видите, он вообще на самом деле мусульманин, этот мальчик. И
костюм, соответственно, мусульманский. А у Артура костюм, ну, как в Гоа, в основном католики живут, поэтому у него такой вот наряд. Джинсы, рубашка, шляпа. Are you from? Kashmir. Kashmiri boy. Okay, good. Рудра из Кашмира. Where is Артур партнер? Где эта девочка? Хочу вам показать, что я сама поняла по наряду, поняла, что это Артуркина партнерша. Девочка в гуанском стиле, в платье. Что мне Артур не говорил, как ее зовут, потому что я не знаю, она из другого класса, с первого или из второго, ну, смысл мне называть ее имя. Я сама увидела наряд и поняла, о, говорю, это 100% будет вместе с Артуром. Не видно ее, но потом я вам покажу обязательно. А из мальчиков, получается, из Артуркиного класса 3. Артур, Рудра и Абид участвуют в этом. Ну, вообще, Артур. So, other boys also, другие мальчики тоже будут участвовать сегодня? Нет? Только вы втроем? А девочки все, да? Ага. И все девочки. Только 3 мальчика и все девочки. Вот, я хотела вам показать. Вот эта вот девочка тоже в платье в гуанском стиле и в шляпке. Так, друзья, пока у нас есть время, давайте посмотрим, как выглядят классные комнаты. Классные комнаты в этой школе, в государственной школе Марати. Просторный класс. Доска, посмотрите, какая современная. А главное, телевизор висит. Ничего себе. Как все круто. Часы, которые неправильно показывают время, которые остановились. Ну и, собственно, что здесь еще? Парты давайте посмотрим. Парты такие же, как и в Артуркиной школе. Ну, а это, я так понимаю, украсили к празднику. Таблицы висят на стенах. Это Marathi language, алфавит, я так понимаю. Артур репетирует. Это мальчик ему показывает, как ему надо выступать. Старшеклассник учит его. Вот так, мол, активнее. Вот девочка гуанская. Are you Кашмире? Вот эта девочка из Кашмира. And you? Jasminder. Вот эта девочка из штата Панджаби, а эта девочка Индия, да? Ну как Индия? А? Bharat Mata. Ну как мать Индии. Понятно. Даже зеркало есть в классе. Вот еще интересно, один бизнесмен, что Парам нашел фотографию этого бизнесмена. Ага, значит, этот мужчина потерял свою жену. So why she died? Почему она? Что случилось? Ну, в общем, и он в память о своей погибшей жене раздает подарки. И вот здесь, собственно, эти подарки для инвалидов, для пожилых людей. Вот такие вот трости. Вы видите, вот такие вот трости. Это утки, ну, как горшки, утки. Да, для пожилых людей. Ага. Ну, и это, я так понимаю, инвалидная коляска. И у каждого, да, есть возможность купить, чтобы облегчить себе жизнь, купить инвалидную коляску или вот эти вот трости. Наконец-то началась программа с опозданием всего на час. Сколько много людей собралось. Здесь и родители, здесь и школьники. Повторяю,
с двух школ. Из Марати Скул. Марати Скул — это вот в голубых рубашечках ученики стоят. Вот это, например, ребята старшеклассники из Артуркиной школы. Они не будут участвовать, они просто пришли посмотреть. इकडे खूप गोंधळ चाललाय. कृपया पालकांनी शांततेचं सहकार्य करा. Решили объединить две школы, так как это национальный праздник общий, так удобнее. Здесь собрался практически весь Матаран. Родители. Там тоже и родители, и учителя. Больше, конечно, участников из этой школы, из школы Марати. Это вот наши маршируют в коричневой форме из Артуркиной школы, из английской школы. Их меньшинство. Сейчас речь идет о равноправии женщин в Индии. А вот мужчина раздает всем ладду, сладость индийскую, в честь праздника. Спасибо. Thank you. Давайте вместе насладимся индийскими танцами. Все дети молодцы, пришли нарядные и хорошо подготовленные к выступлению. У нас в Матаране, в нашем поселке, к сожалению, нет танцевальных кружков. Дети сами разучивают движения с ранних лет, особенно девочки. Их учат мамы, ну и, конечно же, они находят видео на YouTube и повторяют за профессионалами. На праздник учителя помогают сделать красивый танцевальный номер. Танец имеет важную роль в индуизме. Считается, что мир был создан танцующим богом Шивой. И сейчас вы видите не просто ритмичные движения под музыку, а целый рассказ, имеющий сюжет. Здесь каждое движение имеет свое значение. Понаблюдайте за молодыми артистками. Обратите внимание, они не просто двигают руками и ногами, а играют лицом, передают эмоции, повороты головы, шеи, все так завораживает. Я знаю значение некоторых движений, но на самом деле это очень интересно. Мне пару лет назад рассказывала подруга нашего сына, но даже не владея этой информацией, достаточно открыть свое сердце, и тебе в ответ откроется весь язык индийского танца. У меня всегда на таких выступлениях наворачиваются слезы от восторга. Вот такое вот волшебство индийского танца. Так долго. Я думала, что прямо сейчас начнется выступление, в котором Артур участвует, но нет. Они уже построились, уже наготове. Но сейчас торжественно награждают кого-то чем-то. Вот, кстати, я приблизила специально вот этот вот мужчина в шортах. Это как раз тот бизнесмен, который приготовил сегодня подарки для людей с ограниченными возможностями, ну и для пожилых людей. Эти, кстати, тоже в шортах. Бизнесмены предпочитают носить шорты. Так, а вот этот вот парень, помните, я его показывала, я думала, что это старшеклассник. Нет, это Сэм, это учитель. Просто недавно у Артура в школе. Я его раньше не видела, такой молоденький. भारत हा आपला विविध परंपरा आणि संस्कृतीने नटलेला आहे. My name is Madhavi. I'm from Alleppey. My name is Madhavi. I'm from Alleppey. I speak Malayalam, but I'm just like you. My name is Nattuvar. I'm
I'm from Srinagar. Ну а прямо сейчас вы увидите номер, в котором принял участие наш сын Артур. Все дети пришли в разных нарядах, костюмах, которые являются национальными в тех штатах Индии, которые они представляют. В Индии всего 28 штатов и 8 союзных территорий. Здесь проживает несколько сот наций и племен. My name is Benjamin. I'm from Panjim. My name is Benjamin. I'm from Panjim. I speak Konkani, but I'm just like you. My name is Rani. Индия считается самой многоязычной страной. Около 400 языков. Жители Индии отличаются по внешнему облику, языку и обычаям, но это не мешает им жить как одна семья. Собственно, в этом главный смысл перформанса. В конце вышла Бхарат Мата, мать Индии, богиня-мать. My name is Bindia. I'm from India. I speak Hindi and I'm just like you. And I'm just like you. And I'm just like you. Так, ну что, Артур заслужил, как ты считаешь? Давай, вручаем ему сникерс. Молодец, сынок. Выступил отлично. Все, идем домой. Я напоминаю, у нас сегодня воскресенье. Вот вам, пожалуйста, рубрика «Воскресный рынок». Но мы не будем здесь останавливаться на самом деле. Уже спешим домой. Надо переодеться. И Парам рассчитывает сегодня, что у нас будет заполнен отель клиентами. Парам рассчитывает сегодня хорошо заработать. No, I don't want. Алоэ Артур хочет. Где тут алоэ? Доктор. Его называют доктор, это растение. Но у нас почему-то не очень хорошо дома растут цветы. Несколько раз мы уже пытались. Бавин, Happy Republic Day. Thank you, same to you. Спасибо. Говорит, тебя тоже поздравляю. Какой он красивый, нарядный. Сегодня, вот, кстати, обратите внимание, тоже значок нацепил. Все как положено. Так, ну что, дорогой цветок, тебя можно поздравить с новосельем. Ну и, собственно, Артур, иди сюда тоже. Посмотри, что ты тут натворил. Вот по какой причине у нас, собственно, не приживаются цветы. Вы видите, сколько здесь земли. Ложку посмотрите. Зачем ты ложку вообще взял, Артур? Зачем тебе нужна была ложка для этого? Чтобы рыхлить. Чтобы рыхлить. Вот это вот постоянное рыхление. Значит, щетку зачем-то привязал. Вот здесь. Что ты хочешь? Ну, я покажу тебе. Этот листик был травмирован, поэтому. Вот видите, завязал травмированный листик щеткой, которой он расчесывает этих кошаков. Я ее щетку на той стороне обычно держала, чтобы вот сейчас убери сейчас же. Весь этот пух разлетается по комнате. Так от этой, значит, и этой тоже. Я вижу, что там тоже шерсть. Вот здесь вот наколотил какой-то. Что это ты наколотил туда? Чтобы поливать какое-то удобрение. Это он в интернете посмотрел, чем нужно поливать алоэ вера. Это, кстати, вот еще вот эти вот цветы, которые нам подарили в тентхаусе. До сих пор еще не проклюнулись. Вот так вот надо часто поливать, да? Ну и по поводу горшка, кстати, вы, наверное, обратили внимание, почему горшок металлическая кружка, потому что, ну, это моя вина. Артур говорил, покупайте горшок сразу, но я думала, что они хранятся после предыдущих цветов, а это было, кстати, не цветы, а картошка, которая, в принципе, хорошо у нас выросла, огромная была, но Артур потом решил посмотреть плоды, ну и, в общем, в итоге мы ее выбросили. И что еще у нас перцы были? У нас там были. Я не помню никаких плодов там. Было. И перцы были. Я это вам каждый день давала. Давал нам? Нет, я такого не помню, чтобы ты, может, один перец и был, но не каждый день. В общем, друзья, сейчас, Артур, зрители в комментариях будут писать. Не убирай, да? Не убирай, пусть сам уберет, пусть понимает, каково это. То я покричу, не, он убирает за собой, но так убирает, что потом мне приходится там на полу еще землю собирать. Что мы иногда думаешь, что, может быть, действительно
как-то так самой аккуратненько убрать, чтобы меньше было работы потом. Нет, Артур, я сейчас с тобой серьезно поговорю. Это я сейчас на видео как-то сдерживаюсь. Вот посмотрите на мое радио, оно однажды поломалось. И один мужчина, наш сосед, решил его починить. Но в итоге он залил туда клей, и многие механизмы поломались. Вот эта вот штука. И мой динозавр, он уже поломанный. И вот это вот было очень-очень старое, что тут раньше было. Я открутила вот эту вот динозавра новую штуку, приделал сюда, и одна плата. Я ее туда засунул, но она сейчас не вылезет оттуда. И все припаял у одного чела там наверху, кто приходил телевизор чинить. И у него я взял эту паяльную штуку и припаял это. Все залил хорошенько клеем, как-то разрезал этот корпус, еле как разрезал этот корпус и установил. И, как видите, работает. Пока никто не видел. Ну да, лампочка горит. Не, работает, действительно работает. Угу. Так что руки не крюки. Кстати, вы посмотрите, я сейчас стою. Кто там? На крае пропасти. А то я без штанов. Кто там пришел? Папа Парам. Сейчас, подожди. Ничего, I'm шутинг. У нас тут съемки идут. А где мое еще одно радио? Все, ладно, а то мухи залетают. Давай, закрывай окно. Иди убирай. А тем временем второй мой сыночек, второй мой ребеночек готовил чай для наших постояльцев. Ну, с одной стороны, конечно, хорошо, да, что он такой самостоятельный, сам готовит чай. Но вот видите, что-то пошло не так, и это происходит через раз у Парама, и чай, как видите, сбежал. И мне теперь вытирать. Сегодня родители устроили пикник. Присутствуют только женщины, это такое вот условие. Мама Вайбао, она единственная, ну кроме меня, пришла в штанах, в джинсах, видите. Остальные все женщины в индийских национальных костюмах. И говорят, давай тоже, танцуй, а не видео снимай. Но мне пока что-то не хочется, пока не разыгралось настроение. Я еще немножечко прикрываю. Сейчас, окей, one second. Сейчас я присоединюсь. Это Никита, мы у нее, помните, были в гостях. Мама Бавика, тоже такая активная. Молодцы, конечно, девчонки. Я немного, даже не немного, а сильно смущаюсь. Вот, и видите, девочки, одноклассницы Артура тоже танцуют. А мальчики здесь играют, и мой где-то. Вот он побежал. Артур. У некоторых родителей по несколько детей пришли с малышами. Вон малыш на ручках. Хотя, вы знаете, в основном все-таки по одному ребенку. Как-то сейчас индийцы стали мало рожать. Много таких вот, как я. И Вайбао мама одного ребенка, Никита, это все по одному ребенку. Не буду утомлять вас перечислением. Но факт остается фактом. Хотела так, чтобы и кошечки, и я в кадр попали, но не получается. Значит, сегодня День Республики, день, который выпал на воскресенье. Но, тем не менее, абсолютно все госслужащие Индии сегодня в 7 часов утра пришли на работу для того, чтобы присутствовать на торжественном поднятии флага. Явка обязательно. И вот, значит, пора мне вчера, получается, говорит, мол, Наташа, я, говорит, уверен, что завтра приедет очень много людей в Матаран, очень много. Я говорю, как это? Представь, что же они приедут? Это вот выходной им испортили. Сейчас в 6 часов им пришлось подняться, чтобы ехать на работу. И потом, что им захочется еще куда-то ехать в Матаран, говорю, нет. А Парам говорит, нет, ты что, наоборот, у них будет приподнятое настроение, на подрыве, они обязательно, говорит, приедут. Но вот, как итог, у нас сегодня 2 из 4. 2 номера из 4, так что, в принципе, я, наверное, была права. Туристов вроде бы как было немало, но
скорее всего, эти люди приехали просто для того, чтобы погулять по Матарану и потом вечером вернуться. Никто не стал останавливаться на полдня сегодня. Вот так вот, друзья. Так что пора в печали, но хотя еще не вечер, может быть, все-таки он своего добьется, да? Ну все, мои дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь, чтобы не пропустить наши следующие серии. Всех люблю, целую, обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.